Всем привет! Меня зовут Олеся, я из России, город Санкт-Петербург. Моя оценка отелю: размещение 5, сервис 5, питание 3. По сложившейся уже традиции, каждый год мы проводим обязательные 2 недели на Средиземном море в Белек. Этот регион я выбираю только за то, что здесь песочные пляжи огромных размеров. И есть возможность выбрать отель с минимальным количеством отдыхающих на 1 квадратный метр. Ведь если в отеле в пик сезона будет полная заполняемость, а протяженность пляжа небольшая, то это будет филиал Анапы или Сочи, что лично для меня недопустимо. Я не хочу бежать занимать лежаки в 6 утра, да и даже заняв их, потом весь день я не хочу наблюдать, как другие отдыхающие из-за скученности вторгаются в мое личное пространство, поэтому я стараюсь выбирать отели с максимально протяженным пляжем и ориентированными исключительно на немцев, потому что они не тащат, в отличие от русскоговорящих туристов, шезлонги к самому входу в морскую воду и не сидят с несчастными от жары, и поэтому капризными детьми возле воды просто потому, что так нужно. Одним из таких отелей является Aqua World. Правда, с немцами в этом году проблема была, их просто не было, только русскоговорящие и турки. Заявленная протяженность его пляжа 650 метров. Это реально много. Расстояние между зонтиками более чем достаточное, чтобы чувствовать себя комфортно. Расстояние до входа в море значительное, поэтому даже при слишком большой концентрации русскоязычных в отеле, которые считают, что отпуск не удастся, если не оттянуть шезлонг в море и не сидеть прямо на входе в воду, отмачивая ноги, или что они там отмачивают, вы будете все равно чувствовать себя комфортно. Поэтому пляж описываемого отеля – его несомненный самый весомый плюс. Теперь про сам отель. Сервис. Я всегда заранее списываюсь с отелем и прошу по возможности предоставить мне номер в определенной части отеля и даже на определенном этаже в соответствии с моими пожеланиями. Поэтому, как правило, я всегда остаюсь довольна расположением номера. Но, к сожалению, в этот раз что-то пошло не так. Я направила письмо в отель с моими пожеланиями, мне даже положительно ответили. У нас был дневной рейс, и мы прибыли в отель вечером. Сразу же нам были выданы ключи от номера 7517 Palace Standard Room Garden View в соответствии с моим письмом. Небольшое уточнение: мы уже отдыхали в этом отеле в 2017 году, когда он находился под управлением TUI и носил гордое имя Water World Magic Life. В тот раз мы жили в номере 7407. Это был вполне просторный стандарт с эркером, где вмещался диванчик помимо двуспальной кровати и полноценной односпальной кровати для ребенка. Этот номер располагался в левом крыле и имел боковой вид на море и на корпус Pine Hill. Но номер, который был предложен нам в этот раз, 7517, располагается в центральной части главного здания и имеет отличную от боковых номеров планировку. Там нет эркера, нет диванчика, он меньше, и дополнительное место в виде раскладушки было рассчитано на 3-летнего ребенка, а не на 15-летнего юношу, который по цене проходит как взрослый. Поэтому я была вынуждена возвращаться на ресепшн и просить замену номера. В эпоху TUI и Magic Life приоритет был немецким гостям, русским предлагалось довольствоваться тем, что дали обычная отмазка: «Сори, отель full, номеров свободных нет и их для русских нет даже за деньги». Каково же было мое удивление, когда милые работники ресепшн с улыбкой предложили мне посмотреть другие номера и выбрать то, что меня устроит. Прайс на апгрейд номера вполне демократичный, около 150–190 евро за неделю. Мне предложили Hill Superior Sea View, Hill Suite Sea View, который двухуровневый, и Suite Palace Garden View. Мы выбрали Suite двухуровневый 6322. Интересное дизайнерское решение у этих видов номеров, добротная мебель из массива. То, что она из массива, мы поняли ночью, об этом чуть позже. 2 санузла. Когда через несколько часов мы пришли в номер для ночного сна, выяснилось, что кондиционер в номере не работает. Вообще, просто вентилятор фан-койла гоняет теплый внутренний воздух. Спать, естественно, было невозможно, окна открыть тоже нельзя, так как это не предусмотрено их конструкцией, да и добраться до них проблематично. Помним, что номер двухуровневый и окна располагаются на высоте 3 метров от пола. Оставалось либо идти ночевать на пляж, либо ночью двигать мебель так, чтобы хотя бы этот теплый воздух из кондиционера хоть немного обдувал, когда ты лежишь на кровати. Мебель из массива, очень тяжелая. Ну и последней каплей было утро, когда через непонятные деревянные жалюзи, которые невозможно закрыть полностью, солнечный свет нас разбудил. Пришлось снова идти на ресепшн. Опять я была приятно удивлена. Я ожидала, что мне опять скажут дежурные фразы про загрузку отеля и намекнут, что паспорт у меня российский, а не немецкий. Но девушка по имени Кифайот, выслушав меня и мои проблемы, любезно предложила заменить номер. Мои опасения по поводу работы кондиционера в новом номере она развеяла, специально уточнила этот момент у своих коллег и в технической службе и уверенно мне сказала: «Вам понравится». Если честно, такое реально профессиональное бескорыстное отношение ко мне, как к гостю, было продемонстрировано в Турции впервые. Поэтому, если мой отзыв прочитает кто-то из менеджмента отеля, объявите, пожалуйста, Кифайот благодарность.
Она спасла мой отпуск и вернула мою лояльность к вашему отелю. Размещение. Новый номер 7314 был категории Suite Palace Sea View. Это двухкомнатный номер с потрясающим видом. В одной комнате двуспальная кровать размером 180 см, но это не точно, возможно, она шире. Матрас ортопедический, подушки стандартные, для меня неудобные, поэтому я всегда вожу свою собственную подушку. Шторы Blackout, выспаться можно. Вторая комната, широченный диван и односпальная кровать с ортопедическим матрасом. Обе комнаты имеют выход на собственную террасу. В общем, просмотрев все категории предлагаемых номеров, могу с уверенностью сказать, что Suite Palace, желательно Sea View, самое лучшее размещение в этом отеле. Корпусы Hill, конечно, интересные и необычные, но они уже морально устарели и требуют не столько ремонта, там в принципе все добротное, сколько адаптации под действующие строительные и эргономические стандарты. Но если вы выберете этот отель для отдыха поздней осенью и зимой, то шаговая доступность к подогреваемым бассейнам, которые располагаются внутри корпусов Hill, добавит комфорта отдыху. Самый плохой тип размещения – это номера в бунгало. Стандарты в бунгало – это вообще днище, настолько маленькие, что я не представляю, как там может разместиться один человек, не говоря уже о гостях с детьми. Никакие плюсы в виде сосен и цветущих кустов вокруг не смогут нивелировать дискомфорт в этих крошечных номерах. Единственный их плюс – это низкая стоимость. Все, других плюсов нет. Питание. Лично для меня впечатление об уровне питания складывается по следующим критериям: бар, алкоголь, кофе, кондитерские изделия и основной стол. В этом отеле алкоголь местный, импортных напитков нет, кофе отличный, я очень капризная в плане кофе и вожу его всегда с собой, так же как и подушку, здесь мне не пришлось его распаковывать. Кондитерские изделия достаточно хорошие, иногда даже вполне вкусные попадались. На завтрак даже пару раз предлагали сыр маскарпоне. С круассаном и медом, просто блаженство. Основной стол, вроде бы все есть и даже иногда вполне достойного качества, но подача, правильно писали ранее, санаторий. Никакого ощущения ресторана. Рассказывать про подачу, наверное, смысла нет. Если в прошлом году раздача через повара мне очень понравилась и я даже писала, что была бы рада, если бы ательеры ее оставили навсегда, то в этом году я полностью разочарована и сыта по горло этим сафи-тарисом. Реально эти очереди кругом. Повара не понимают не то что русского, об этом речь не идет, но даже английского, только турецкий. Поэтому и ощущение, что турков-соотечественников они обслуживают намного лучше, чем русскоговорящих. Просто потому, что те на своем турецком им могут объяснить, что они хотят, какой конкретно кусок и в каком количестве. После того, как мне на мою просьбу по-английски дать воды, сказали, что водки у них нет, я поняла, что нужно освоить дополнительно к волшебным словам «мархаба» и «тешекюр и дирим», также «су» и числительные «бир» и «ки», «уч». После этого взаимопонимание с поварами на раздаче, с официантами и барменами резко улучшилось. Они расплывались в улыбке и клали мне в тарелку лучшие кусочки, а в баре и в кофейне уже узнавали меня и знали, что именно я люблю и хочу. Территория. Территория отеля очень большая, красивая, зеленая. Много мест для занятий спортом. Интересная фишка этого отеля – дорожка по всему отелю для бега или теренкура. Ее протяженность 1600 метров, по всей длине стоят указатели с количеством пройденных метров. 30 метров, 50 метров, 150 метров и так далее до финиша. Начинается от ресепшена и идет через бунгало, релакс-бассейн 16+, спа, вдоль моря, мимо корпуса Пайн-Хилл, мимо хозблока и далее к ресепшен. Да, чувствуется немного заброшенность в некоторых местах. Заросшие кусты, требующие ухода и подстрижки. Иногда засохшие совсем деревья, подсохшие листья, навевающие мысли об осени. Это, конечно, минус. Подводя итоги, уровень отеля немного просел под управлением МП по сравнению с TUI. Но в принципе это сказалось и на цене, что привлекло в этот отель совсем другой контингент. Ужин – это просто прием пищи без какого-либо дресс-кода. Летнее красивое платье и босоножки на каблуках для девушек и рубашка для мужчин будут неуместны. К сожалению, потерян шик, а с ним и ощущение отдыха в 5 звездах ультра. Часть таких услуг, как хаммам, закрытый бассейн, анимация в амфитеатре, все то, что отличает Турцию от курортов Краснодарского края, недоступно. Типа из-за ковида, а по факту банальная экономия. Все это дает ощущение 4, а то и 3 звезд и отсюда недовольство гостей. Сафи Тарисом сертификат в 2021 году – это уже бред. Заявлено, что персонал вакцинированный. Мы, туристы, приезжаем либо вакцинированные, либо с отрицательным ПЦР. Разве стоя в очередях нос к носу без масок или садясь за стол, за которым только что мог сидеть ковидный больной, это предотвратит распространение инфекции? Конечно, нет. Вернусь ли я в этот отель? Однозначно, для пляжного отдыха это must-have. Но, скорее всего, только когда отменят все ограничения.